Привет, я Ира. Добро пожаловать в логово интроверта. И сегодня я расскажу еще об одной серии марок. Это вот такие красивые парусники. Выпущена она была 18 сентября 1981 года. Художник Анатолий Аксамит. Печать офсетная, перфорация гребенчатая. Называется эта серия «Учебный парусный флот». И начать я хочу с последней марки из этой серии. Это вот такая красивая марка. Изображен здесь парусник Седов. Это старейший парусник, который ходит под флагом нашей страны. В следующем году Седов отпразднует свой вековой юбилей. К тому же это самое крупное учебное парусное судно в мире. Построен корабль был в Германии, и когда сошел со стапелей, его назвали Магдалина Винет. В декабре 1945-го по решению Потсдамской конференции этот корабль вместе еще с двумя немецкими парусниками был передан Советскому Союзу. Тогда он получил свое новое имя в честь полярного исследователя и гидрографа Георгия Яковлевича Седова. Сейчас Седов совершает кругосветное плавание в честь 200-летия открытия Антарктиды Фадеем Беллинсгаузеном, Михаилом Лазаревым и 75-летия Великой Победы. Ярчайшим событием этой регаты стала мемориальная гонка самых крупных наших трех парусников. Это Паллада, Седов и Крузенштерн. Корабли прошли 200 миль в честь 200-летия открытия шестого континента. Кстати, Крузенштерн совсем недавно завершил свой трансатлантический переход и вернулся в порт Калининграда. Марка, на которой изображен этот корабль, выглядит вот так. Кстати, Крузенштерн – это второй корабль, который достался нашей стране в качестве репараций. И назван он в честь адмирала и первого руководителя российской кругосветной экспедиции Ивана Федоровича Крузенштерна. Сам же корабль в своем активе имеет уже две кругосветки. Еще один парусник с интересной историей – это Барк-Товарищ. Трехмачтовое судно, тоже построено в Германии. И это третий корабль, который достался нашей стране в качестве репараций. Всю Вторую мировую он использовался немецкой армией как казарма для солдат. А 30 апреля 1945-го немецкое руководство приказало корабль затопить. Подняли его только спустя 2 года после окончания войны. Еще 4 потребовалось на его ремонт. Только после этого он пополнил ряды военно-морского флота СССР. Назвали его товарищем в честь одноименного погибшего четырехмачтового парусника, который затопили фашисты еще в самом начале войны. Это вот этот вот парусник. Четырехмачтовый, вот такой вот красивый. Корабль, спущен он на воду, был еще в 1892 году. Построен в Ирландии. Назывался он тогда Лоуристон. Его наша страна купила в годы Первой мировой и первое время использовала как грузовой. Но в 1923-м переоборудовала его в учебное судно. Так на его борту появились курсанты, и в конце 1923-го он с курсантами на борту отправился в свое первое плавание под советским флагом. Великую Отечественную же товарищ встретил в Мариуполе. Когда фашисты захватили город, они решили затопить корабль, тем самым перекрыв вход в порт. Но корабль отнесло течением, остался небольшой проход. Из рассказов моряков, освобождавших город, мы знаем, что именно через этот узкий проход и прорвались штурмующие город освободители. Следующая марка – это парусник Вега. Да, тот самый из легендарного фильма «Дети капитана Гранта». Даже если вы ни разу не видели этот легендарный фильм, который вышел на экраны в 1936 году, то наверняка слышали вот эту песню.
помнит, как называлась яхта в том фильме. Но Вега знаменита не только своими киноролями. За 13 учебных навигаций на ее борту прошли практику более 2000 курсантов. В свой последний рейс корабль отправился в самом начале Великой Отечественной. На нем эвакуировали заводское оборудование в Геленджик. В Керченском проливе корабль толкнулся на мель, и перегруженное деревянное судно не выдержало, дало утечь. Морякам удалось довести корабль до Геленджика, но там судно набрало в трюмы воды и осело на дно. Так всю войну Вега служила причалом для подходящих кораблей. Уже в мирное время ее заполнили камнями и опустили на дно, тем самым увеличив причал. И последняя марка в этой серии – это шхуна Кодер. И еще один корабль с киноисторией. Его мы, например, можем увидеть в фильме «Остров сокровищ». Также Кодер – это тот парусник, который исполнял несколько лет роль галеона капитана Грея. И с 1971 по 1979 год заходил в Неву, поздравляю выпускников. На сегодня у меня все. С вами была я, Ира. Спасибо за внимание и до новых встреч в логове интроверта.